Приветули, ребятуля! Если, глядя на свои работы, они кажутся вам недостаточно вкусными, значит это видео для вас. Я буду показывать на примере фотошопа, но это все можно повторить практически во всех прогах для рисования. Я проводила долгий анализ, смотря на работы других художников, и пыталась понять, в чем же секрет завершенности работы. Первое, что я заметила, это размытие в движении. В отличие от размытия по Гауссу, которое просто блюрит изображение, оно якобы раздваивает рисунок. Обычно его используют для, как ни странно, показа движения и динамики, но можно попробовать использовать его по краям, чтобы взять акцент на персонаже или любом другом объекте. Первое, что мы должны сделать, это дубликат слоя с рисунком. Далее заходим в параметр «Фильтр» и выбираем «Размытие в движении». Играемся с параметрами. В фотошопе есть много вариантов размытия, все они по-своему уникальны и создадут разный эффект на рисунке. Можно сделать круговое, оно же радиальное, как я говорила ранее, для акцента на объекте. Ништяк! Теперь можем лицезреть размытое месиво. Но не зря же мы делали дубликат. Берем мягкую кисточку и просто стираем все лишнее, оставляя размытие в нужных местах. Едем дальше. Следующий и весьма популярный эффект – это 3D эффект. Он, кстати, классно сочетается с размытием в движении. Опять дублируем картинку и нажимаем на слой 2 раза левой кнопкой мыши. Открывается окно настройки слоя. Тут убираем галочку с любых из 3 параметров. В зависимости от выбранных будут меняться цвета. Допустим, отключив только R, получается классический сине-красный эффект. Жмакаем ОК, и теперь, перемещая слой, можно регулировать степень разделения цвета. Третий вариант для любителей рисовать с контуром. Наверное, вы часто замечали мягкий, нежный контур на рисунках. Так вот, сейчас я расскажу, как сделать это также вкусненько. Копируем слой с контуром и размываем его через размытие по Гауссу. Далее можно поменять параметр наложения вот здесь. Полагаю, умножение тут будет смотреться лучше, но можно попробовать и другие. Раз уж мы заговорили о параметрах наложения, сейчас попробуем наложить текстуры. Обычно я просто пишу в гугле «текстура» и пробую несколько вариантов. Сейчас я нашла вот такую вот текстуру бумаги. Засовываем эту пикчу в Photoshop на самый верхний слой и в режиме смешивания находим самый подходящий. Также можно менять прозрачность, что сказывается на интенсивности текстуры. Вариантов текстур безумное множество, и все они дают интересные эффекты. Можно просто чью-то S в джинсах растянуть на весь холст, и никто никогда не узнает, что же скрывается за рисунком с классной текстурой. Текстура туалетной бумаги? Почему нет? В этом что-то есть. Более ленивый вариант – это накинуть немного шума поверх рисунка. Он тоже помогает создать эффект завершенности работы. Заходим в фильтр и нажимаем шум. Далее выкручиваем параметры, как нам нравится. Мне вообще очень нравится комбинировать шум, размытие в движении и 3D-эффект по контуру. Так сказать, всего и побольше. Что касается того самого побольше, так это наложение интересного освещения и бликов. Несомненно, это полностью не заменит светотень в рисунке, но явно добавит разнообразия и атмосферы. Пишем в гугле «размытый свет» или же что-то типа такого. И выбираем крутую пикчу. Мне очень понравилось вот это. Закидываем в Photoshop и выбираем параметр наложения. Крутим, вертим и любуемся.
Так же, как и с текстурой, цветом тоже может стать что угодно. Шашлык? Почему нет? По-моему, выглядит прекрасно. Еще можно попробовать использовать фотографии разноцветных кристаллов, тоже получаются интересные комбинации. Вдобавок к освещению можно добавить солнечный блик. Поиск и наложение по тому же принципу, тыкаем все подряд, пока не станет красиво. Эффект пленки можно сделать благодаря текстурным кистям. Все из сегодняшнего видео, включая кисти и текстуры, я собрала в zip файлик, его можно найти по ссылке в закрепленном комментарии. Так вот, эффект пленки. Берем кисточку пыль, белый цвет и ляпаем поверх картинки. Тоже получаются очень интересные эффекты. Кстати, не забывайте про возможность поправить цвет или оттенок готового рисунка. Я обычно для этого использую кривые и выставляю примерно так. Думаю, поиграясь с настройками, вы обязательно найдете подходящий для себя вариант. Также можно попробовать потягать ползунки настройки оттенков каждого из цветов. И кто знает, быть может, у вас получится найти интересное и необычное цветовое решение. Что ж, всех поздравляю, теперь горшки точно станут вкусными, а летающие головы будут вызывать аппетит.